Когда люди увидели, как этот человек выгуливает свою свору из 6 немецких овчарок без поводков, они были поражены слепым повиновением, которое демонстрировали собаки. Некоторые из них даже подумали, что этот человек жестоко обращается с собаками, заставляя их подчиняться. Но когда они наконец раскрыли его секрет, то были шокированы и изумлены до глубины души. В тот момент, когда люди впервые увидели Аугусто де Оливейру на улицах Хайениса, штат Массачусетс, они были поражены. На снимке мужчина лет 20 с небольшим выгуливал большую группу немецких овчарок, тесно прижавшихся друг к другу. С самого начала все могли видеть, что собаки работают как единое целое, демонстрируя невероятную сплоченность и дисциплину, а в центре внимания был Аугусто, их гордый владелец, которого явно почитали как вожака этой стаи. Это невероятное проявление грубой силы в сочетании с полным подчинением было ошеломляющим и, естественно, привлекло внимание многих зрителей, оставив у людей больше вопросов, чем ответов. Чем больше они пытались понять, как Аугусто добился такого результата, тем более подозрительной становилась ситуация. У многих людей тоже были собаки, но никто из них никогда не умел дрессировать их так, как Аугусто со своей стаей немецких овчарок. Даже другим кинологам и зоотехническим экспертам было трудно понять, как эти собаки могут двигаться в таком унисон, в таких необычных условиях. И когда наблюдатель осмелился подойти поближе к стае, он обнаружил нечто невероятное и в то же время экстраординарное. Ни у одной из немецких овчарок не было поводка, но все они двигались так, как будто были связаны друг с другом упряжкой, которая используется в упряжке ездовых собак. Их словно связывали невидимые нити. Каждая собака знала свое место и по команде Аугусто выстраивалась в шеренгу. Дисциплина у собак была как у армейского взвода. У них также никогда не было драк, когда один из них пытался установить свое господство над другим, и ни одна из немецких овчарок не обращала внимания на других собак, проходящих мимо. Они полностью игнорировали лай других собак за заборами или на поводках у своих владельцев. Они были сосредоточены на своей стае и своем вожаке, и ни на чем другом. Люди с благоговением смотрели на Аугусто и его собак, когда они совершали ежедневные прогулки по улицам и паркам Хианиса. Некоторые были настолько впечатлены таким необычным поведением, что часто просили сфотографировать их. Одной командой Аугусто мог заставить собак резко остановиться и позировать для фотосъемки. Как только болельщики были удовлетворены, Аугусто давал свисток, и собаки снова выстраивались в линию, каждая занимая свое определенное положение у него за ногами. В мгновение ока этот молодой человек и его стая стали притчей во языцах. Перешептывания за спиной стали нормой, и вскоре эти сплетни привели к убеждению, что происходит нечто гораздо более зловещее. Некоторые соседи и зеваки на самом деле с большим подозрением относились к этому человеку, который в обществе окружал себя только собаками. Аугусто был неуклюжим. Очень немногие люди когда-либо посещали его дом, и он выглядел так, будто у него не было друзей-людей. По вечерам самозваные следователи часами просиживали возле его квартиры, выглядывая из-за занавески и прислушиваясь к любой подсказке, которая могла бы объяснить, как такому кроткому человеку удавалось заставить всех этих свирепых собак повиноваться ему. Они подозревали, что он, возможно, жестоко обращается с ними, заставляя подчиняться, и некоторые даже рылись в его мусорных баках, пытаясь разоблачить его. Одной из таких соседок была любопытная дама, посвятившая свою жизнь спасению бездомных животных. Она была убеждена, что Аугусто использовал электрошоковые ошейники, чтобы заставить своих собак слушаться. Эта же женщина обошла окрестности, чтобы собрать поддержку для петиции. Она хотела, чтобы власти вмешались и расследовали дело этого так называемого жестокого владельца собаки. Аугусто, вероятно, мог бы сам рассеять все эти сомнения, если бы четко объяснил свои методы обучения.
Но всякий раз, когда его спрашивали о них, он оставался очень скрытным. Неосознанно это нежелание признаться усиливало подозрение. В лучшем случае он признался бы, что ему потребовалось много преданности делу и терпения, чтобы довести свои методы до такого уровня, чтобы он мог выгуливать своих собак на публике без необходимости использования поводков. Справедливости ради, все знали, что это правда. Ни для кого не было секретом, что он посвятил свою жизнь тому, чтобы стать профессиональным дрессировщиком собак. Аугусто вырос среди немецких овчарок, пастушьей породы, известной своей храбростью и преданностью. Эти собаки имеют сильную склонность охранять то, что они считают ценным, и без колебаний рискнут своей жизнью, защищая своих близких. Любой мог бы понять, что эта стая собак будет защищать Аугусто ценой своей жизни. Но эта слепая преданность в конечном итоге стала той чертой, которая побудила полицию расследовать тщательно продуманную жалобу о возможном жестоком обращении с животными. По мнению некоторых людей, эти собаки не могли быть послушными просто потому, что уважали Аугусто. Их владелец, должно быть, применял какие-то зловещие методы пыток, чтобы принудить их к непоколебимому повиновению. Если бы любопытные соседи и неосведомленные граждане уделили время домашней работе, этого вторжения в частную жизнь можно было бы легко избежать. Хотя Аугусто сам построил свою жизнь в Массачусетсе, вырос он в Бразилии. Мальчиком он был окружен немецкими овчарками и сразу же проявил живой интерес к поведению животных. На бразильской ферме Аугусто часами проводил время с собаками. Почти случайно он обнаружил, что обладает природной способностью влиять на их поведение. Когда полицейские вошли в его квартиру, они были ошеломлены увиденным. Аугусто и его собаки вели необычный образ жизни. Не было никаких признаков собачьих будок или загонов, где спали Гриффин, Хармони, Дженна, Присцилла, Ханна и Саванна. Вместо этого все собаки делили постель с Аугусто. Ни один диван или ковер не был закрыт для компаньонов и друзей Аугусто. Это был человек, который явно ел и дышал собаками. Не имея никаких зацепок, полиция обратилась за помощью к экспертам по животным, которые в течение нескольких дней внимательно наблюдали за Аугусто. Они тщательно отслеживали каждое это его действие и тщательно проверили квартиру. Через несколько дней у них был готов отчет. Хорошей новостью было то, что полиция не смогла обнаружить никаких признаков пренебрежительного отношения к немецким овчаркам или жестокого обращения с ними. Напротив, эти животные жили в собачьем раю. Хотя полиция и службы спасения животных высоко оценили бдительность представителей общественности, которые заботились об интересах уязвимых собак, этот конкретный случай оказался ложной тревогой. С собаками, принадлежавшими Аугусто, обращались как с членами королевской семьи. Они получали наилучшее питание и уход. Их хозяин любил их как собственных детей. Несмотря на то, что Аугусто был возмущен мыслью о том, что люди могут так низко о нем думать, он сумел найти положительный момент в этой странной ситуации. Вскоре после расследования он превратил свое хобби в прибыльную карьеру в бизнесе. Аугусто удалось основать питомник гриффиновых овчарок, где он посвятил свое время и усилия дрессировке собак, чтобы они были высокодисциплинированными и послушными своим владельцам. Многие владельцы присылали своих щенков Аугусто, и в течение нескольких недель у них появлялись хорошо воспитанные, полностью обученные собаки, которые могли легко адаптироваться к маленьким квартирам или любым другим условиям. Хотя Аугусто дрессировал все породы, его специальностью были немецкие овчарки. Этот талантливый человек тщательно скрывал секреты своих методов дрессировки, но был готов поделиться тем, что его собаки воспринимали его как часть стаи. Это можно было установить, только проводя много времени вместе. Тот факт, что Аугусто лично кормил своих собак 2 раза в день, позволял им спать с ним в его комнате и уделял достаточно времени физическим упражнениям,
убедил их принять его руководство. Когда собаки знакомы с языком тела и командами владельца и воспринимают его как вожака стаи, это приводит к тому единству и дисциплине, которые проявлялись всякий раз, когда люди видели Аугусто на прогулке со своими собаками. Аугусто не только может самостоятельно водить по улицам Хианиса своих 6 немецких овчарок без привязи, но и утверждает, что может вести до 15 собак без привязи одновременно, не подвергаясь никаким несчастным случаям. В последнее время он даже отважился выйти на улицы Бостона, где его собаки по-прежнему вели себя предельно дисциплинированно, несмотря на повышенный шум и совершенно иную обстановку. Его методы создали ему исключительную репутацию и стали сенсацией в интернете с 2013 года, когда одно из этих видео стало вирусным. Смогли бы вы подойти к немецким овчаркам без поводка на оживленной улице? Что вы думаете о методах дрессировки Аугуста? Расскажите нам об этом в комментариях ниже.